Сегодня опять на камнях, ребят, как не расставались прям. Вот, но сегодня пробую на донку половить и закину еще поплавочку. Вот я думаю, что вот эту вот мощную палку использую на поплавок. Вот. А фидер до 120 грамм применю как доночку. Ну, посмотрим, потому что, судя по волне, все равно грамм 100 кидать придется. Не знаю, потянет или нет, ну должна, почему нет. Будем сейчас пробовать. Из насадок у нас сегодня креветка. Креветка вареная, креветка свежая. Вот. Вроде как подготовились. Волна сегодня есть, но такая, не особо критичная. Вот, по идее, рыба должна быть. Вот, только что стайку видели. То ли тунца, то ли бонита, то ли квинфиш, непонятно. Вот. Но главное, что рыба гуляет. Вот. Как говорится, если удача нам благоволит, сегодня наловим. Вот, я взял с собой горелочку. Ребят, честное слово, хочется поесть свежие рыбки. Вот. Но если рыбу не поймаем, то у нас все равно есть чем перекусить. Я и арбуз притащил. Да. Все, смотрите дальше, будет интересно. Ребят, и хочу напомнить про конкурс, про розыгрыш 10 тысяч рублей среди подписчиков. Как только я наберу 1000 подписчиков, я обязательно разыграю эту сумму. Каким образом мы с вами вместе придумаем. Вот. Но я думаю, просто будет выбран один из моих подписчиков. Вот, и я ему сделаю перевод на карту. Так что не пропускайте мои видео, вот, обязательно смотрите, вот, потому что в одном из видео, когда наберет соответствующее количество подписчиков, я объявлю победителя. Ребята, есть рыба, мотаю побыстрее. Ребята, вот такой вот фидер, написано до 120 грамм, но выглядит он довольно-таки деликатно, я поэтому, собственно, сомневаюсь, что он прям так все потянет. Вот, но будем проверять. И вот такая катуха 8000-я с леской 0,6. Ну, такая катушка хороша, потому что быстро мотает и получится быстро груз из камней как бы доставать вот этих вот и береговых. Зацепов будет меньше, ну, наверняка будут, но поменьше. А толстая леска позволит выдрать, если что, да, этот грузик. Вот. Сейчас будем пробовать. По идее, должно интересно получиться. Вот. Заодно вам поклевки покажу, потому что на фидере очень прикольно рыба клюет. Смотрите. Вот такой вот у меня профессиональный мешочек со снастями. Ребят, в рыболов забежал, просто купил все, что нужно. Вы уж, как говорится, не обессудьте. Вот. Заодно, кстати, колокольчики взял, но их лучше не вешать, потому что волна будет брякать постоянно. Вот. Тут у меня поплавки грузило, сейчас вам все покажу. У меня, получается, леска будет для монтажа 0,6. Для того, чтобы можно было и груз из камней выдергивать, и периодически она же будет тереться о камни, да, чтобы на рыбалку все хватило, не надо было перевязывать. Ну и в целом хорошо, потому что толстая леска, она не путается. Вот. А морской рыб по барабану, там, как говорится, хоть этот, на металлический пруток надень кусок креветки, она все равно подойдет и будет обжирать. Нам потребуются крепкие карабины, вот такие вот, ребят, взял здоровые. Этот номер 2/0. Через карабин будем цеплять груза, ну, чтобы можно было их менять, вдруг поменьше, побольше надо будет, сейчас проверим. Я не знаю точно, какая глубина. Крючки. Ну, крючки есть прям совсем здоровые, крючки есть поменьше. Я думаю, сегодня начнем вот с таких вот крючков. Это у нас получается 2-й номер. Вот, вполне будет достаточно. Как раз мелкую рыбку будет немножко отгонять, вот, а покрупнее заглотит вообще без проблем. Кстати, группер на грамм 200 вот такие заглатывает и вообще не замечает. Нам нужны еще вертлюжки. И вот такие будут вертлюги. Ну, это, ребят, на всякий случай. Это, конечно, может быть, они крупноваты, вот, но так как у нас мощные карабины, вертлюги надо еще мощнее, чтобы на вашей оснастке оторвался груз, а вся остальная оснастка осталась цела. Вот. Поэтому, кстати, и сейчас вам покажу один маленький секрет, что лучше всего вязать разными узлами. То есть внизу, где грузик, делать более слабый узел, соответственно, на верхней части узел помощнее. То есть таким образом это дает гарантию, что у вас оторвется только груз. Вы потом просто груз подвязываете, да, и перебрасываете. Потому что в камнях застревает очень часто. Еще подготовил вот такой вот инструмент. С Алиэкспресс, естественно. Тут, видите, есть такой классный резачок. Очень удобно зажать вертлюжок, затянуть узел. Вот. Ну и в целом такими работать очень удобно. Так, ну давайте начнем. Берем такую мотовилу. Классно все придумано, легко разматывается леска.
длину оснастки ориентируем относительно длины удочки, которую будете использовать. Вот. То есть в данном случае у меня фидер чуть больше 4 метров, телескопический. Вот. И поэтому как бы мне хотелось бы, да, чтобы я этот фидер мог каждый раз не разбирать, да. То есть я вот, чтобы вот в таком вот виде, да, мог его, собственно, перевозить. Вот. И поэтому я оснастку сейчас делаю не больше, чем длина моего фидера. Вот. Для того, чтобы ее в конце там просто вот так вот крючочек на резиночку здесь вот зацепить, да, и все, как бы у меня будет всегда готовая оснастка. Очень удобно. Ну, готовая палка с оснасткой для рыбалки. Вот. Это класс, ребят. Ну, получается где-то, наверное, 1,20 м, да, 1,30 м. 1,30 м, наверное, да. Вот она. Это леска. И чуть-чуть прибавлю на всякие там узлы. Вот. Также не стоит забывать, что нам нужно еще будет сделать поводки, но мы их будем вставлять отдельно, чтобы их можно было на всякий случай менять. Вот. Потому что, ну, вдруг будет какой-то обрыв, правильно? Чтобы весь монтаж не переделывать. От дна лучше немного отступить. Да, для того, чтобы... Когда мы сделаем заброс, да, леска же вот так по диагонали будет в воде находиться, и очень часто попадаются всякие камни. Вот, и поэтому, если крючки будут прямо около дна, то могут быть зацепы. Поэтому сантиметров 40, да, я рекомендую отступить. Ну, плюс, соответственно, 5 сантиметров на узел, чтобы привязать карабин с грузиком. Так, вот здесь у нас будет первый крючок. Как вяжем петлю? Смотрите, пополам складываем вот так вот леску, да. Потом выводим, получается, концы в разные стороны. То есть у нас вот таким вот образом, еще раз покажу, видите? Вот таким образом получается петля. Теперь с двух сторон леску берем, вот, по центру эту петлю зажимаем и начинаем вот так вот вокруг собственной оси ее вращать. Раз оборот, два оборот, 3 оборот, 4 оборот. Ну, на практике обычно этого достаточно. Обязательно все это дело смачиваем. И теперь вот здесь вот по центру, да, вот где вот мы намотали вокруг оси, да, вот у нас вот по центру есть вот такое пространство. Мы там леску раздвигаем и нашу петлю вставляем вот в это пространство. Вот, и таким образом у нас получается отвод для нашего поводка. Ну, еще раз все это дело смачиваем и дотягиваем. Смотрите, как классно. Офигенно. Вот. То же самое делаем на расстоянии где-то 40 сантиметров. Да, поводки будут по сантиметров 20, ну, 15-20, да. Надо предусмотреть такое расстояние, да, чтобы вот расстояние между петельками было больше, чем сумма двух поводков, чтобы они вот так вот между собой у вас не цеплялись. Вот. И тогда будет классная рабочая оснастка. Так, сейчас второй узел завяжу, вам покажу. О, ребят, смотрите, вот получается первая петелька и вторая через сантиметров 40. Вот сейчас привяжем сюда поводки по сантиметров 15, да, и у нас получается вот эти вот поводки, да, вот так вот теперь цепляться не будут. Это очень удобно, потому что в воде там происходит черти что, и волна, и рыба с разных сторон бьет, то есть все это путается. Вот, как говорится, поберегите свои нервы и сделайте лучше вот так вот, и будет, ребят, обалденно. Да, если кто хочет делать один крючок, тоже можно, но с одним крючком ловить всегда сложнее, потому что первая прибегает мелкая, как правило, рыбка, вот, а дальше чуть покрупнее за ней. Вот. Ну и поэтому, если у вас больше крючков, больше шансов, что хоть на одном крючке останется кусок приманки, да, для более крупной рыбы. Ребят, сейчас со Стасом вместе болтали про рыбалку, как раз рассказывал ему про то, что раньше рыбачил на фидер, потом перешел на спиннинг, вот, и мы с ним пришли к выводу, что у нас некая болезнь, которая называется спиннингизм. Так что, если вы видите заразного спиннингиста, лучше не общайтесь с ним, потому что он потом научит вас ловить на спиннинг, и вы ни хрена не будете ловить. Ну, периодически, по крайней мере, будете, а периодически не будете. А на фидер, ребят, ну, как правило, всегда все-таки клюет, даже зимой. Покажу вам, как вблизи выглядит готовый монтаж. Так, здесь у нас крепится основная леска фидера, да, здесь идет, поближе покажу, как все это выглядит. Первый крючок, дальше идет второй крючок, да, вот я вам сейчас покажу. Расстояние между крючками такое, да, чтобы они чуть-чуть, но не дотягивались друг до друга. И дальше идет, получается, карабин,
для крепления грузика. Вот такой монтаж. У меня, честно говоря, конечно, немножко близковатые получились поводочки. Но пойдет, они все равно. Тут леска толстая, не захлестнутся. Ребят, грузик ставлю 100 грамм сейчас на фидер. Попробую сейчас тестовый заброс сделать, проверю, нормально получилось или нет. Ну, фидер вроде держит, ребят, но на грани. О, а дальше и нам и не надо. Могу сказать, что глубина, конечно, не очень большая. Что грузик сразу упал. Вот, ребят, нужна быстрая катушка для того, чтобы вот так быстро из камней все выдернуть. Поэтому не смотрите, что не гармонично выглядит снасть. Катушечку лучше реально побольше, чтобы была побыстрее, пошустрее. Ребят, вот такой пакет креветочек. Нам на двоих должно хватить здесь где-то полкило. Смотрите, какие креветки. Это самые дешевые тайские креветы. Вы посмотрите, я купил самые дешевые, поверьте, нахрена на рыбалку другие. А у нас эти креветки называются супер, мега, гига, королевские креветки. И мы сейчас на вот эти вот супер креветки дешевые тайские, да, будем ловить рыбу из камней на доночке, ребят. Купил сразу мороженые, да, потому что пока их доносишь, они уже немножечко оттаивают. Ну, как раз то, что надо. Вот. И сейчас вот в такой вот боксик все это дело нарублю. Вот. И обалденно всем будет подходить, и отсюда уже готовые кусочки креветки брать. Ребят, режьте прям все вместе с головами и так далее. Голову лучше в воду кинуть, чтобы мелочь собирать. Вот. И режьте и крупные куски, и мелкие куски и так далее, чтобы можно было в процессе делать эксперименты. Рекомендую. Режьте прям с панцирем, ребят. Там в процессе, если что, почистите. Это не проблема. И так вот, не жалеючи, куски покрупнее. Вот. Потому что мелкая рыба подходит, начинает объедать. Если кусок крупный, то она сразу не может его сожрать. И, соответственно, остается еще мясо для более крупной рыбехи. Вот. А головы это в процессе все. Ходите, выбираете, воду кидаете. Я вас уверяю, что потихоньку, но рыба все равно собирается. Она очень хорошо реагирует на всякие запахи, там, муть в воде и так далее. Так, ребят, сейчас буду вязать поплавочную оснастку в начале. Потом фидер закину, потому что, ну, чтобы не отвлекаться лишний раз. Смотрите, вот такой поплавок здоровенный. 25 бат, кстати, здесь стоит, копейки. Потом нам потребуется вот такой стопорочек, потому что мы будем поплавок вязать на, я думаю, на основной леске, для того, чтобы мы могли регулировать глубину. Да? Дальше, опять-таки, мы применим в качестве поводкового, да, материала, мы применим уже другую леску. У меня вот есть миллиметровая. Миллиметровая, потому что может всадить барракуда. Вот я проверял. Ну, миллиметр еще хоть хотя бы одну барракуду хоть как-то может выдержать. Вот. Не всегда, конечно, да. Бывало, что прям тю, если сразу в зубы попадает, прям срезает. Вот. Но часто она как бы немного промахивается, да, и просто как бы проводит зубами по леске. Вот. В таком случае еще выдерживает. Вот. Так, а крючки. Крючки у нас будут, ребята, уже покрупнее. Сейчас я вам покажу. Потому что у нас уже будет в дальнейшем и сейчас тоже такая крупная животная насадка. Сейчас мы будем применять здоровые креветки. Вот какие я вам показывал, только свежие. Смотрите. Вот такие крюканы. Местные пишут, что это номер 20. Но это какая-то местная, видимо, классификация. Надо бог с ним. В общем, для понимания, вот на ладони вам покажу. Вот такой крючок. И вот эти крючки, они уже более крепкие, вот, потому что, видите, они кованые, как бы, да, имеют вот здесь вот сплюснутую форму. Она нужна для того, чтобы крючок не разгибался. Вот, это главная проблема крючка, когда крючки разгибаются. Рыба очень резко дергает, и крючок не выдерживает. Вот, и видите, такой поддев с легким загибом внутрь. То есть он тоже лучше держит. Ребята, вот такие крючки просто обалденные. Рыбу хорошо просекают, и потом ее, соответственно, держат. Вот. Я вам рекомендую. Как вяжем оснастку для поплавочной рыбалки? Ну, поплавочные на живца, да, на кусок какой-то рыбы, крупную креветку и так далее. Первым делом берем стопорки. Ну, у меня стопорки, ребят, очень крупные, вот, потому что там такая дырень как бы в поплавке серьезная, чтобы не проскакивали. Стопорочек имеет такую проволочку специальную, в проволочку леску продеваете и стопорок вытягиваете. Все, вот он у вас на леску наделся. Ребят, ну это вообще просто, конечно. Смотрите, качественные тайские стопорки. Шик-шик-шик носятся туда-обратно.
Так, ну сейчас попробую еще один. Если не получится, то придется какую-то глухую, что ли, снасть вязать. Так, попробуем. В общем, 50 на 50. 50 брака, 50 нормальный. Вот это пойдет уже. Давайте проденем второй, потому что, мне кажется, долго он не проживет. Так. Опа. Все, вот так вот будет два стопорка, точно удержит. Берем наш поплавок. Видите, целый бакин такой. Можно было бы меньше, но просто меньше будет плохо видно. Так как я на две снасти ловлю, мне вот было бы удобнее, вот, чтобы я глазами как бы замечал, да, вот движение. Что если рыба даже не потопит, но она как бы проводку такую, да, поведет этот поплавок. Я замечу. Красную часть наверх, желтую вниз. Так, продеваем нашу леску. У меня леска толстая, ребят, где-то 0,45-0,4. Вот, поэтому я могу ее без всяких проволочек и так далее туда пропихнуть. Мог бы, но здесь, видите, раздолбанный поплавок, поэтому мы возьмем обычную леску со стороны, где, видите, поврежден поплавок. Первым делом ее пропихнем. Вот так вот. Монолеска более жесткая, поэтому она без проблем туда залетает. Вот. И сейчас мы их между собой свяжем. Да, ребят, конечно. Качество местных поплавочков желает лучшего. Так, все. Я продел. Видите, у меня здесь стопорки. То есть они надо по поплавку убежать. Вот. А снизу я подвяжу поводок. Вот. И все, у меня будет готовый монтаж. А грузики будем просто подцеплять. Вот, потому что у меня поводок будет с петелькой. Вот, и мы просто будем на карабине груза подцеплять. Заодно как бы они в бок немножко будут оттягивать и отводить оснастку. Но должно получиться неплохо. Ребят, поводок делаю, еще раз повторюсь, из миллиметровой лески. Да, так надежней. Вот так вот пополам складываю. И когда этого показывал, вот так вот палец, еще раз пополам, да. Потом образуется вот такая вот восьмерочка. Да, в одну петельку палец вставляю, проворачиваю. И петля в петлю все это дело вставляю. Вот видите, восьмерочка образовалась. Вот, и это дело затягиваю. Но обязательно надо помочить. Леска толстая, поэтому, ребят, здесь без пассатиш уже проблематично. Обязательно дотягивайте все это дело. Потому что развязаться может элементарно. Вот, потом вот сюда закрепится основная леска, да, и вот сюда вот груз. Вот, и вот так вот все будет исправно работать. Ну, я, по крайней мере, надеюсь на это. Так как у нас поплавок регулируется, да, стопорком, то очень длинный поводок делать не нужно. То есть, на мой взгляд, практика показала, да, что, как правило, выше где-то 60 сантиметров, но рыба не бьет. Вот. Ну, если это как бы вертикально, да, все стоит. Вот. Даже если, как сказать, в проводку. Поэтому сантиметров 40, по идее, было бы нормально, да, но так как волна и все это вот так вот несет, да, то лучше все-таки сделать сантиметров 60. Ну и 5 сантиметров поставим на вязание узла. Берем наш здоровенный крюкан. Ребят, здесь смысл не в том, что я хочу именно поставить большой крючок, просто я планирую ловить на крупную приманку, да, потенциально крупную рыбу, но если повезет, конечно. Вот, поэтому такой здоровый крючок. Если хотите какую-то более мелкую рыбку ловить, ставьте помельче крючок, да, и приманку помельче. Но мелкая приманка не всегда означает, что обязательно будет рыба, да, то есть иногда и на мелкую рыбу надо приманку тоже покрупнее, потому что она любит пообглодать, пожрать и так далее. Так, крючок также, да, через ушко продели, пополам сложили, вот так вот на цевье, да, наложили лесочку. Вот. Но здесь уже много оборотов не нужно, потому что леска очень толстая, и так держать будет. Раз, два, три, четыре. Я думаю, этого достаточно. Так. Есть энтузиасты, которые ставят леску на поводки потолще. Ребят, ну уже вязать тяжело. То есть 1,2 уже тяжелее вяжется. Вот миллиметровая мягкая леска, да, но это, кстати, специальная поводковая леска.
Она такая более абразивоустойчивая. Она еще узлы держит. Ну, точнее, можно нормально затянуть. А вот если более толстый будет, то увы. Вот. И вот такой получился поводок. Да, то есть его смысл только в том, что мы на крючок насадим приманку, и эта приманка будет вот так вот парусить, да, там в воде, там ее будет прихватывать течение и прочее тому подобное. А выше будет грузило. Все. И плюс ко всему подлиннее поводок вот такой вот нужен для того, чтобы рыба могла легко заглотить, заживать, знаете, поглубже. Вот. А потом мы уже увидели поклевку. Ребят, смотрите, лайфхак. Как можно закрепить на поплавочную удочку джиговый грузик? У меня сейчас только такие есть. Вот. Ну, заодно проверим. Смотрите, достаем из чебурашки проволочку, да, цепляем ее, получается, за карабин с вертлюгом. Ну, условно говоря, да, как будто цепляем приманку. Так, возвращаем обратно, да, у нас получилась вот такая вот конструкция. Теперь, чтобы у нас проволочка не вылетала, берем пассатижи и ее загибаем. Ну, прям сильно загибать не надо, но для надежности чуть-чуть постараться можно. Ну и можно свинец еще прижать в этом месте, и все, никуда не денется. Все, видите, крепенько. И вот таким вот образом мы теперь можем подцепить, получается, грузик к нашей оснастке. Так, вот у нас поплавок бегает по леске, да, вот у нас топорки его останавливают, мы теперь можем глубину выставлять. Так, а вот здесь у нас начинается поводочек. И мы берем теперь просто вот этот карабин, цепляем к петле нашего поводка. Все готово. Смотрите. Вот такой получился груз. И в бок от него уходит уже наш поводок. И на нем будет здоровая сегодня креветка. Все, ребят, так сказать, мастерскую нашу на сегодня закрываем. Вот, переходим к рыбной ловле. Вот, сейчас покажу вам, какая рыба тут у нас ловится. Ребят, сейчас закину и сразу буду вам показывать, как клюет рыба. Что долбежка начинается прям моментально. Сейчас вот на камушке поставлю. Так, груз подтянем. Смотрите, сейчас в прямом кадре увидите, как фигачит рыба. Единственное, я подошел прям к кончику фидера, ребята, и вряд ли смогу подсечь. Но, как говорится, ради хорошего кадра не жалко, креветки у нас много. Смотрите, смотрите, как долбит. Только закинул, ребят. О, натягивает, натягивает. Смотрите, натягивает. А это у меня стоит сейчас самый такой мощный квивертип. Смотрите, смотрите, смотрите. О, ребята, ребята, надо подсекать. Ребята, в общем, классическая ситуация. Поклевка. Я подсекаю и загоняю грузик в камни. Но это, может быть, и рыба затянула туда. Сейчас проверим. Обидно только то, что я там всего один крючок, да и тот об камни уже облупился. Буквально со второго заброса. Я поленился поменять. Оп! О, ребята! Конечно, не за этим мы сюда шли. Но, собственно, это наш... Стас, первый группер! Да, смотрите, ну красивый, конечно, товарищ. Ребят, возникла такая идея этого группера использовать в качестве живца. Смотрите, в целом он довольно-таки подходящего размера. Я сейчас его зацеплю на вот такой крюкан. Вот так вот. И мы сейчас попробуем на живца вдарить хорошую рыбину. Опасно, ребят, конечно, подходить вот так вот к краю. Не дай бог волна, но сегодня вроде потише. Так, пробуем. Блин, камни скользкие. Стас, аккуратно. Оба! Все. Улетел наш группер. Не знаю, видно вам или нет. Вон
Вон там он, поплавочек плавает. Все, если поплавок начнет топить, значит, ребят, у нас big fish. Ждем. Не, ну классная штука, скучать не приходится. Вот, но хотелось бы, конечно, вытягивать рыбу поинтересней. Так, какая-то натяжка пошла. Наверное, кто-то подсел. О, опа! Ребят, не знаю, кто там. Или опять в камень, или рыба в камень, наверное. Блин. Да чего ж там столько камней-то? О, вышел. Ребят, вот для этого нужна хорошая мощная катушка и толстая леска, потому что рыбу из камней достать на тонком шнуре со слабой леской это нереально. Всегда будет уходить. Блин, сошла что ли? А, не, есть кто-то там. Опять 25. Симпотная, конечно. Ребят, смотрите, какие пасти. Так что тут мельчить с приманкой вообще смысла нет. Вы посмотрите. Большой крючок, большая креветка, прям там в шахте. Сейчас попытаюсь аккуратненько освободить, чтобы живая осталась. Так. Так вот аккуратненько подцепим. Раз. И все. Жить будет. Давай, дружище, амнистия. Ребят, решил я группера поменять на креветку. Потому что что-то, мне кажется, не хочет она его жрать. А может, сегодня настолько крупного хищника нет. О, смотрите, какая красота. Вкусняшка, а? Я с башкой сейчас насажу, чтобы она максимально естественно в воде выглядела. Вот так вот. За спину. Все. Если будет проплывать какой-нибудь тунец или карасик, ребят, я уверен, что не пропустит. Пробуем. Швырнул на метров 20 от берега. Я думаю, будет нормально. Сейчас так леску немного подтяну. Так, ребят, я вам рекомендую обязательно, если бейтранера нет, обязательно ослабляйте фрикцион, потому что рывок будет очень резкий. О. Ну прям совсем слабо не надо, так чтобы спиннинг остался на месте. И вы потом могли пулю зажать, можно вот так прям руками зажимаете, да, если она расслаблена. Делаете подсечку, вот, а потом уже фрикцион настраиваете как вам нужно. Ох-ох-ох-ох-ох. Ребят, все, подсекаю. Хоп! Опа! Фидер гнется. Фидер гнется. А, опять зацепился. Так. Но рыб-то там есть. Блин, ребят, только что вышел из камней и опять туда залетел. Да как же так-то? Рыб, по-моему, есть. Да, рыба есть, дергается. Блин, ну придется, видимо, подождать. Иногда вот хорошо вот так вот по спиннингу постучать. В данном случае по фидеру. Чтобы рыба вышла из камней. Но мне кажется, там настолько глухо все засело. Прям вы видели? Видите, прям рыба отдергивает, зараза. Обратно. Или груз падает. Все-таки груз 100 грамм. Блин, ну так, конечно, здесь рыбачить нереально. Почти каждый заброс, зацеп за камни. Ребят, решил я поменять место. Я, собственно, изначально сюда собирался. Вы, наверное, видели, я как раз снимал ролик. В тот день ловили на пилькеры. Но ветер был сильный и так далее, как совсем не повезло. Вот, я вот это место присмотрел. Обратите внимание, вот там вот приносит всякий мусор сюда и так далее. Вот, это значит, сюда все забивает, и планктон, может, тоже забивает. И здесь вполне себе может оказаться вполне себе интересное место. Сейчас первым делом запулю креветочку на поплавке. Сейчас я ее поправлю. Пока там болталась, видите, ее прям объедали вовсю. Но я это тоже все оставлю. Вот. И вот так вот пускай там болтается реально, как ошметки креветки мертвой. Наверняка
кого-нибудь соблазнит. Потому что вот здесь вот, прям под камнями, тут реально проплывают здоровенные рыбы. Ребят, ну я вас уверяю, прям их видишь, особенно когда бывает волна откатывается. Они, знаете, как прям серфер под волной вот так вот появляются эти рыбины. Челюсть отвисает, а, собственно, поймать не можешь. Но на пиркера здесь уже не проведешь. Вот, поэтому, собственно, решил вот начать пробовать и вот на такие животные приманки. Может, ночью клюет, черт его знает. Вот так вот спиннинг зафиксировал в камнях. Видите, там такая выемка. От нее прям хорошо кольцо встает. Вот здесь кольцо очень мощное, поэтому нормально. Вот, если поклевка будет, фрикцион ослабил, то резко начнет выматывать. А поплавочек вон там у меня колбасится. Вот, а чуть правее сейчас буду туда вот, в сторону вот этого вот. Ну, где вот эту листву все собирает здесь. Вот, буду подбрасывать, там наверняка какая-то рыбёха крутится. Оборвал там в итоге монтаж. Причем весь. Об камни резко перетирается. Если первых там 2-3 раза получается по системе, да, вытащить грузик из камней, то потом, когда уже леска коцаная, это бесполезняк. Вот, поэтому решил без заморочек, так сказать, сделать оснастку. Просто леску пополам, здесь петля. Вот тут будет основная леска. Вот. А два конца, получается, один у меня сразу как бы как поводок будет, да, вот, с крючочком. А следующий я где-то в метре просто привяжу грузик. Но жить ему, видимо, недолго, поэтому просто примотаю. Ну вот 120 грамм мне попалось нормально. Попробуем 120. Ну, точнее, даже можно не так. Смотрите, лайфхак. Как не тратить карабины лишние? Берете или приманку, или грузик, да, в данном случае грузило. Вот, проверяйте его длину, да, и надо сделать петлю, чтобы она была длиннее, да, грузика, чтобы он в нее потом прошел. Вот так вот пополам леску складываете, и, как обычно, все это дело восьмерочкой завязываете. То есть у нас должна вот такая вот петля получиться. Вот, видно вам? Также мочим, все то же самое, хорошенечко затягиваем. Тут уже, на самом деле, можно леску не отрезать, она у дна не помешает. Теперь берете петлю, продеваете в ушко грузика, и теперь грузик обратно в эту петлю. Затягиваете, все. Вот видите, он отлично висит. Я вот это связал где-то, наверное, за пару минут. Все, у нас один будет крючок, и на более длинном, получается, отводе у нас будет грузило. Вот. И вот так вот все это будет висеть на дне. Пусть будет пока одна креветочка, попробую. Вот. Сейчас покажу вам, что получилось. Ребята, пока я вот тут вам рассказывал, а поплавка-то вообще не видать. Смотрите. Ну-ка. Леску, конечно, прибило. А это очень интересно. Неужели рыба? А, не, вон его куда унесло, смотрите. Вот это фокусы. А креветки нет. Прикольно, кто-то все-таки жрет. Надо пробовать еще. Так, креветка на крючке. Поплавок в воду. Оба! О-хо-хо-хо. Да, ребят, здесь рыбачить повеселее, конечно. Ладно, смотрите дальше. Тут ребята местные подходили, говорят, сегодня в целом довольно-таки хороший день для того, чтобы рыба клевала. Но может и повезет. Ребят, уже клевало. Опасаюсь просто камней. Ну да. Смотрите. Все, крючок уже пустой. Ребят, забрасывать лучше подальше, там хотя бы камней нет. И как только клюнуло, сразу прям подсекать и быстро выматывать. Там есть рыба, нет рыбы, не важно. Потому что иначе в камни все это дело залетает. Сейчас, я думаю, покажу вам. Как прям с наскока долбит морская рыба. Прям вообще это прям... Такой взрыв. А подсечешь, там может даже никого и не будет. О! Ребята, вы видели? Вы видели, какая поклевка была? И сразу в камни. Офигеть! Просто офигеть! Я не знаю, как она это делает. Вообще, ну, секунда прошла, наверное. И у меня в руках фидер был. И сразу в камни.
Да. Ну, видимо, тут надо действительно с бомбардой, чтобы она так аккуратненько на камни ложилась. Вот, и как бы в толще воды проводить. Но я в следующий раз попробую. Вот, потому что так, конечно, тяжело. Я уже столько грузов оторвал. Обалдеть. Ладно. Попытаюсь все это дело выдернуть. Все, оторвал. Да когда же это прекратится? Блин. Ну ладно, главное клюет, прикольно. О, ребят, тут разболтался. Местно, смотрите. Опа! Поймал на маленький пелькирок. О, ребят, мне тут позволили поближе все это дело снять. О, смотрите, какой маленький пилькер. Ну, парень молодец. Вот тут пока меня не было, ребята тосканули квинфиш. Ну, такая, конечно, не крупная, но прикольная. Никита гоняет поппер. Он, кстати, очень серьезный рыбак, и у него тоже есть свой канал. Я у него спрошу, если, как говорится, даст добро, я ссылочку на его канал оставлю в описании. Естественно, ухандокаешься. Кстати, полдня тут отстояли, прокидали. Вот. Ну, мелочь клюет, а крупная все не хочет попадаться, блин. А она здесь есть, ребят. Мы даже визуально периодически видим здесь здоровенных рыб, вот, но клевать не хотят. А вот недавно тунцы пробегали, прям целая стая здоровенная, вот так вот просто проносится, вот так вот, ну, вокруг этого мыса гоняет туда-обратно. Как говорится, попробуй, поймай момент. В общем, нелегкая задача, но, может быть, на поплавок будет получаться. Ну, условно говоря, поплавок стоит, да, стационарно. Вот, рыба проплывает, хватает. Но это, конечно, теория. Ну и надо пробовать какие-то, может, более легкие снасти, прям совсем ультралайт. Вот, потому что вот местные, они на пилькеры там 10 грамм, может, даже меньше ловят. И прям вот из-под береговых камней, в общем, рыба выскакивает и хватает. Вот, надо брать на вооружение. Какое удовольствие покормить рыбу. Отдать, так сказать, дань природе. О, красота, ребята, красота. Представляете, сходил в магазин специально, купил креветочек, вот так вот, чтобы рыбу, опа, о, прикормить. Никита сразу решил забрасывать, пока я тут рыбу прикармливаю. Сейчас здесь соберутся здоровые. Я оставлю одну креветку на крючок насадить на всякий случай. Ребят, ну, сейчас арбузика перекусим. Я думаю, на сегодня достаточно. Может, сейчас поплавок еще закину. Попробую. Вот. Рыба плавает, рыбу видим, мелкую ловим, а какая-то крупнее не попадается, к сожалению. Но надо пробовать. Вот. Потому что место очень перспективное, представьте, вот здесь вот мыс, который выходит в Адамасское море, как бы, да, и дальше там открытое море. Все, и здесь как бы абсолютно любая рыба может присутствовать, и, собственно, много какая присутствует. Вот. Поэтому место интересное. Будем его дальше разбирать. Вот, в следующий раз попробую половить на бомбарду. Вот, возможно, ее не так сильно будет заклинивать в камнях. Вот, и будет шанс поймать рыбеху покрупнее. Вот. А мелочь долбит вообще постоянно. Вот. Уже даже не интересно. Как только забрасываешь, сразу прям удар, если там как бы она креветку не сбила, то она садится на крючок. Но я вам всю показывать, собственно, не стал, потому что она примерно одинакового размера и практически одна и та же рыба. То есть на точке стоишь, в другое место перемещаешься, может другая попадется. Вот. Поэтому ладно. В любом случае, спасибо вам за просмотр, спасибо за подписки. Всем здоровья. Не забывайте, ребят, ходить на рыбалку. Вот, неважно куда. Главное, побольше двигайтесь. И пусть у вас всегда будет отличное настроение. До новых встреч. Ребят, в общем, как обычно, мы тут пыхтим, стараемся, а вон, ребят, пришли и рыб натаскали. Ну, для понимания, так пальчик подставлю. Ну, нормально такие рыбехи. Красавцы. Ребята, осталось 2,5 минуты на флешке. Нам дали рыбеху одну. У меня с собой соевый соус, лимон, тарелочки, мисочки. Вот. Сейчас я все это дело пилирну, и мы с вами сможем попробовать сашими. Ребят, вот так вот под плавничком надрезаете, потом вот так по спине, ближе к канальному плавничку пробиваете так вот насквозь. И уже до самого
хвоста нож доводите. Ну, у меня, конечно, не филировочный, но я вас уверяю, я им тоже справлюсь. Ух ты, хвост у нее какой, ребята, крепкий. Офигеть. Офигеть. Серьезная рыбина. Ну и все, так вот по ребрам все это дело дорезаем. Вот, сейчас нафилирую и вам уже покажу. Ребят, темнеет. Я уже немножко тороплюсь. Вот, первая филешка готова. О, дай бог тебе здоровья, добрый человек. Ты что, с фонариком убрал? Да, я без фонарика. Слушай, я планировал выйти пораньше. Да. Так. Все, ребят, сейчас нарубаю. Лимончиком все это приправлю и будем пробовать. Пробую. Сейчас самый классный кусок выберу. Мне кажется, это вот этот. Ну-ка, у нас, конечно, васаби нет, но и в принципе. Пробуем. О, прикольно, ребят. Это, правда, не тунец. Как называется он? Скумбревидная ставрида. Скумбревидная ставрида, представляете? Того здесь только нет. Прикольно. Ну, в общем, прикольно, ребят. Всем приятного аппетита. Вот, спасибо большое нашим тайским друзьям. Мы их не первый раз встречаем. Мы их арбузиком угостили, они чем? Они нас рыбёкой. Все, ребят, мы сейчас все это доедаем и топаем домой. Потому что нам сейчас по скалам наверх подниматься. Задача непростая. Пока-пока.